Всем привет! Мой гриндер собран, и сейчас я покажу, как это было. Сердцем нашего гриндера будет трехфазный асинхронный двигатель. Каркас я сделал из квадрата на 30 и уголка на 25. Очистим сталь от старой краски для хорошей сварки и дальнейшей покраски. Свариваем основание станка. Двигатель с торцевым креплением, что в моей ситуации усложняет его установку. Собираем и свариваем подставку под двигатель. Для дополнительного крепления двигателя и установки бочкообразного ролика приварим вертикально расположенный уголок на 25. Из старой дверной петли изготовим регулировку для ролика. Берем стальную пластину и привариваем к ней подготовленную дверную петлю. С обратной стороны пластины сделаем пропил для дальнейшего крепления пружины. Добавим гайку под регулировочный болт. Закручиванием болта мы будем контролировать положение бочкообразного ролика. Из этой ржавой стальной пластины изготовим площадку для столика и двух роликов, но для начала слегка очистим ее. Сам столик сделаем из куска швеллера. Обрезаем его до нужного размера и зачищаем. Из этого уголка я планировал сделать крепление для роликов, но в дальнейшем отказался от этой идеи. Подготовим ножки для нашего столика. Из уголка сделаем направляющие для крепления площадок. Вырезаем две пластинки, которые будут расположены под направляющими. И в площадках, и в пластинках сверлим отверстия под болты. Соединяем пластинки с площадками и болтами, и теперь мы можем перемещать их вдоль направляющих, а затяжкой гаек закрепим их. Собираем и свариваем столик. Займемся изготовлением роликов. Для этого нам потребуются подшипники, вал подходящего диаметра и фанера. Из фанеры вырезаем большие кольца для ведущего ролика и маленькие для трех ведомых.
Склеиваем кольца эпоксидкой и скрепляем шурупами. Шлифовальная лента в рабочей зоне будет прижиматься к пластине, которую, для уменьшения нагрева ленты, мы сделаем из кафельной плитки. Устанавливаем ведущий ролик на вал двигателя. При включении двигателя соблюдаем технику безопасности и закрываем все лицо защитным щитком. Шлифуем ролик лепестковым кругом и наждачной бумагой для его балансировки и уменьшения вибраций. Подгоняем отверстия маленьких роликов под размер подшипников. Отрезаем от вала 3 части под ролики. С одной стороны нам нужна резьба, и, как я понял позже, со второй тоже. Наколачиваем на вал подшипники и закрепляем на них фанерные кольца. На оставшиеся 2 части вала привариваем по болту М10. Три ролика почти готовы, остается обработать их шлифовальным диском. Собираем крепление под ролики. Шлифуем передние ролики до цилиндрического, а регулируемый до бочкообразного вида. Выполним пробное включение. И еще раз. И еще примерно 100 раз. В связи с тем, что на одном ролике не выдержало фанерное кольцо, я решил обтянуть их термоусадкой. А еще ролик слетел с вала, что тоже привело к разрушению одного из колец, после чего я закрепил подшипники на валу сваркой.
После всех проделанных манипуляций работа гриндера стала удовлетворительной. Если станок хорошо выглядит, то работать на нем в 1,5 раза приятнее, поэтому разбираем гриндер для покраски. Красим наш станок. Согласно проекта, был закуплен лишь один баллон с краской, которого, конечно же, не хватило. После покраски возвращаем все детали на свои места. Сделаем столик под гриндер из того, что было под рукой. Крепим станок болтами через резиновые прокладки. Приступим к тесту. Несмотря на долгую шлифовку роликов, оставалась небольшая вибрация. Было заметно хождение ленты при шлифовке. Затем я убрал термоусадку с бочкообразного и верхнего цилиндрического роликов. После этого уменьшилась вибрация и совсем пропало хождение ленты. В итоге получился неплохой станок, достаточно мощный для быстрой обработки металлов. Если понравилось видео, то поставь лайк и подписывайся на канал.